Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Дарки. Сегодня у нас очень важная история. Несмотря на то, что я считаю каждую рассказанную мной историю важной, это по-особенному важна. Имя этого человека несправедливо было запятнано грязными сплетнями и оскорбительными слухами. Вся ненависть и народная злость обрушилась на него одного. И даже спустя долгие годы, и даже сегодня о нем продолжают писать омерзительные статьи, вводя в заблуждение сотни людей. Сегодня я хочу развенчать все сплетни, которые не являются правдой. А вот то, что на самом деле имело место быть, я вам тоже расскажу. Итак, поехали. Он был генерал-губернатором и членом царской семьи, а по слухам еще и основателем подпольного гей-клуба. Его обвиняли в том, что он ускорил конец династии Романовых, что он стал причиной ходынской трагедии, и даже в том, что он растлил своего несовершеннолетнего племянника. Что из этого правда, а что ложь? Итак, знакомьтесь, Сергей Александрович Романов – одна из самых противоречивых фигур в царской семье. Очень высокого роста, весьма породистой красоты и чрезвычайно элегантный, он производил впечатление исключительно холодного человека. Елизавету Федоровну я обожал. Сергея Александровича недолюбливал. Манеры его были странны, и смотрел он на меня тоже странно. Носил он корсет, и летом сквозь белую рубашку проступали кости. Ребенком я любил их щупать, что сильно его раздражало. Великий князь Сергей Александрович Романов был пятым сыном императора Александра II. Ребенком был очень тихим и скрытным, свои чувства показывать не любил. Несомненно, что сильное влияние на формирование его характера оказала смерть его отца от рук террористов. Это превратило его в ярого консерватора и монархиста. Император Александр II придерживался либеральных взглядов, и именно при нем отменили крепостное право. Его дети же подобных взглядов не разделяли. Воевал в русско-турецкой войне, был командиром лейб-гвардии Преображенского полка, а с 1879 года был назначен на пост генерал-губернатора Москвы. Затем в обществе говорили, что именно из-за его попустительства случилась катастрофа на Ходынском поле, когда во время коронации Николая II погибли 1389 человек. После этого Сергея Александровича прозвали «князь Ходынский». Сергей Александрович активно выступал против конституционных преобразований и не давал министру внутренних дел вести народное представительство. Именно он был одним из тех, кто убедил императора Николая II вычеркнуть из высочайшего указа пункт о выборных представителях населения. После разгона шествия рабочих в 1905 году оппозиция обвинила его в применении военной силы. В общем, народной любовью Сергей Александрович не пользовался, в отличие от его жены. Сергей Александрович был женат на Елизавете Федоровне, внучке королевы Виктории. Они были знакомы с детства, но вступить в брак не спешили. Над его предложением Елизавета думала год, но потом все-таки согласилась. Детей в браке не было, и они взяли на воспитание своих племянников, княжну Марию и ее брата Дмитрия. Их мать погибла во время родов. Да, Сергей Александрович был дядей того самого Дмитрия Романова, который очень тесно дружил с Феликсом Юсуповым. Я тогда рассказывала, что они были знакомы с детства, поэтому Сергея Александровича Феликс тоже прекрасно знал. Его жена Елизавета Федоровна имела большое влияние на Юсупова. Несмотря на то, что на него очень сложно было повлиять, он никогда никого не слушался, и в целом у него была очень яркая индивидуальность. Еще Елизавета Федоровна одна из немногих, кто высказывал свое открытое пренебрежение к Распутину. Она из-за этого даже поссорилась со своей сестрой-императрицей, которая, как и многие другие, считала Распутина святым человеком. Историк Болязин отмечал, их семейная жизнь не задалась, хотя Елизавета Федоровна тщательно скрывала это, не признаваясь даже своим родственникам. Причиной этого, в частности, было пристрастие Сергея Александровича к особам другого пола. В конечном итоге деятельность Сергея Александровича стала объектом пристального внимания эсеров, которые и вынесли ему смертный приговор. 4 февраля 1905 года великий князь ехал в карете от Николаевского дворца и был убит бомбой, брошенной Иваном Каляевым. Убийство могло состояться еще 2 февраля, но в тот день Каляев отказался кидать бомбу, так как тогда вместе с великим князем в карете ехали его жена и племянники. Сергей Александрович погиб на месте. В народе же цинично шутили, что князь наконец-то пораскинул мозгами. Великая княгиня Елизавета 7 февраля навестила в тюрьме Каляева и простила его от имени мужа. Узнав, что Каляев человек верующий, она подарила ему Евангелие и небольшую икону, призвав его к покаянию. Она же просила императора о помиловании убийцы,
но того все равно казнили. Позднее Елизавета окончательно оставила мирскую жизнь и была канонизирована как святая. На похороны Сергея Александровича Романовы не пришли. Как говорят, из соображений безопасности, опасаясь повторного теракта. Пренебрег этой опасностью только великий князь Константин Константинович Романов. Князья были очень дружны, и помимо родственных уз их связывало еще кое-что общее – любовь к мужчинам. Дурные мысли тревожат меня сегодня гораздо меньше. Совесть и рассудок подсказывают мне, что должен раз и навсегда отрезать себе путь отступления. То есть не ходить в баню ни у себя, ни в номерные. А воля и чувства восстают. Хочется первым повидать Сергея Сыроежкина, которого и не приходится вводить в искушение, так как он первый готов на это. Вот и борьба. Господи, помоги. Отделаюсь ли от порока, поборю ли себя, или он меня осилит. Не зная контекста, можно подумать, что великий князь просто боится мыться. Но на самом деле тогда в банях, помимо основных услуг, оказывали еще и дополнительные, и оказывали их не женщины. Я буду рассказывать об этом подробнее в своем инстаграме, как меня найти, вы знаете. А если заинтересуетесь, сделаю отдельный ролик. Однако, если запросы Константина были еще весьма скромны, то Сергей Александрович не ограничивался одними лишь походами в баню. Слухи о гомосексуальности Сергея Александровича совсем не удивляли его современников. К примеру, когда его назначили московским губернатором, то особой популярностью пользовался такой анекдот. Москва стояла на 7 холмах, а теперь должна стоять на одном бугре. Буграми тогда называли гомосексуалов, так как русское слово «бугор» было похоже на французское «bagarre», что означало «содомит». Известно, по крайней мере, о 2 его романах, один из которых был с его адъютантом Константином Болясным, с которым великий князь был изображен на множестве фото. К адъютантам князь в принципе питал особую страсть. Сергей Александрович живет со своим адъютантом Мартыновым, что жене предлагал не раз выбрать себе мужа из окружающих ее людей. Она видела газету иностранную, где было напечатано, что приехал в Париж великий князь Сергей со своим любовником. Но помимо адъютантов были и другие любовники. Нина Берберова же упоминала следующий эпизод из жизни великого князя. Известен один случай с человеком, знакомым довольно многим, преподавателем латыни и греческого, любовником московского губернатора великого князя Сергея Александровича, брата Александра III, которого судили и которому дали 3 года изгнания в Саратов, а затем вернули в Москву. Офицеры его обожали. Его личная жизнь была предметом пересудов всего города, что делало очень несчастной его жену Елизавету Федоровну. Этот сухой неприятный человек, уже тогда влиявший на молодого племянника, носил на лице резкие знаки съедавшего его порока, который делал семейную жизнь жены его, Елизаветы Федоровны, невыносимой и привел ее через ряд увлечений, естественных в ее положении, к монашеству. Его постоянно окружали несколько сравнительно молодых людей, которые с ним были особенно нежно дружны. Я не хочу этим сказать, что у него были какие-нибудь дурные инстинкты, но некоторая психологическая анормальность, которая выражается часто в особого рода влюбленном отношении к молодым людям, у него, несомненно, была. Мысолов, Витте и Обницкий были не первыми и не последними приближенными к Романовым, кто высказывал подобные сожаления. Сохранившаяся переписка между супругами говорит о том, что у них были очень теплые отношения. Любопытно, что когда Елизавету Федоровну канонизировали, в ее житии было написано, что супруги жили независимо друг от друга, дали обет целомудрия. Поэтому брак их был бездетный, они жили как брат с сестрой. Легко, конечно, обвинять человека, что из-за его ориентации его супруга ушла в монашество. Но давайте не будем так низко опускать волю женщины, которая приняла свое собственное решение, не основываясь на интересах мужа. Итак, слухи о его ориентации ходили самые разные. От обычных анекдотов до истории о том, как он якобы растлил своего племянника Дмитрия. Кстати, некоторые даже убеждены, что сей факт биографии великого князя повлиял на его желание сблизиться с Феликсом Юсуповым. Я думаю, что мне не нужно объяснять, почему это полная чушь, так как ребята, в принципе, были знакомы с самого детства. Говорили еще, что Сергей Романов снимает дом за городом, куда свозит молодых мальчиков для всяких непотребств. И чтобы вы понимали, ему приписывали роман даже с Чайковским. Но чего же стоит слух о том, что он основал в Москве подпольный гей-клуб. Открыто гомосексуальный образ жизни вели некоторые члены императорской фамилии. В частности, убитый Каляевым в 1905 году дядя Николая II, великий князь Сергей Александрович. Он открыто покровительствовал красивым адъютантам и даже основал в столице закрытый клуб такого рода. Несмотря на то, что многие считали Сергея Александровича человеком гордым, все это проистекало от его замкнутости. Прямая осанка и корсет, который он носил,
был следствием тяжелой болезни, о которой знали лишь самые близкие люди. Как я уже говорил, он был дружен с Константином Константиновичем Романовым и доверял ему все свои переживания, чего не мог сделать при посторонних. Друг мой, сердце влечет писать тебе, не удивляйся, да. Я, только получив новое издание твоих стихов, сел перечитывать их, и целый пир воспоминаний, хороших таких, но далеких, воскрес в душе моей. Да, кроме того, и прелесть твоего стиха, который неотразимо, всегда действует на меня. В стихе твоем, в твоем вдохновении есть что-то чарующее душу. Правда, не удивляйся. Сергей Александрович был непростым человеком, вокруг личности которого до сих пор ведутся споры. Монархисты пытаются выставить его чуть ли не святым, а коммунисты еще одним развращенным членом царской семьи. Одни используют информацию о его гомосексуальности как нечто постыдное, классика. А другие всеми силами пытаются затушевать даже всякое упоминание об этом, тоже классика. Учитывая закрытый характер князя, сложно верить в то, что он является основателем подпольного гей-клуба. По крайней мере, я не нашла никакой информации, которая бы на 100% подтверждала этот факт. И уж тем более нет никаких подтверждений тому слуху, что он каким-то образом пытался навредить князю Дмитрию, которого он воспитывал. Поверьте, если пытался, там бы такое началось, учитывая то, как Дмитрий был близок к Николаю II. Он же даже Феликсу запретил к нему приближаться. Установил, слежку. Так что я уверена, что касательно Романова это слухи. А вот близкие отношения с адъютантами и долгие разговоры с Константином Константиновичем, от которых остались лишь стихи, вполне имеют место быть. И в это совершенно законно можно верить. Я не могу писать стихов, когда встречаюсь порою среди всяких дрязг и пустяков с лживой пошлостью людскою. Я говорил себе не раз: оставь, не обращай внимания. Смотри, не каждый ли из нас несовершенное создание. Мы жертвы слабой судьбы, проступки наши так понятны. У розы даже есть шипы, и есть на самом солнце пятна. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал и делитесь моими роликами. Не забывайте писать в комментарии ваши идеи для видео. На этом все. Увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока.